Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы видите сейчас, это расклад на следующую неделю, а именно неделю с 17 по 23 августа. Давайте посмотрим, что наших дев ожидает с понедельника по воскресенье. Какие карты вам сегодня выпадут. Перед тем, как начать этот расклад, я напомню вам, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень рада такой вашей активности, поэтому пишите, не стесняйтесь. Буду очень рада ответить на ваши сообщения. Также не забудьте поделиться этим видео, если вы считаете, что кому-нибудь из ваших знакомых дев это видео подходит, этот расклад резонирует с их ситуацией. Итак, расклад на неделю с 17 по 23 для представителей знака Дева. Начнем мы с основной колоды. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, у нас здесь есть первая карта, которую мы видим. Человек, который отворачивается, разворачивается, спиной куда-то уходит. Возможно, здесь речь о том, что что-то в вашей жизни завершается, определенный этап, и вы переходите здесь. То есть вы куда-то уезжаете, переезжаете, может быть, возвращаетесь из отпуска или уходите в отпуск. То есть вот как куда-то едете. По карте восьмерка кубков, которая здесь у вас выпадает первой, выпадает на понедельник. Возможно, вас эта ситуация немножечко беспокоит, или вы испытываете какую-то неуверенность в том, что ждет вас впереди, насколько правильно то, что вы здесь делаете, потому что вы можете действительно здесь, вот как он смотрит на эту луну, испытывать определенный страх, неуверенность, и по карте повешенной вам кажется, что вы как будто бы замедляетесь и приостанавливаетесь, какое-то состояние вот такое тупиковое входите, не знаю, но это все равно как будто бы переходный этап, то есть это процесс, где вы начинаете переходить из одного состояния в другое, как на чемоданах сидите, да, в ожидании этого перехода, в ожидании какой-то поездки или вот чего-то такого в вашей жизни. Но при этом по карте повешенной, правда, вам кажется, что это какая-то как пауза такая, торможение, остановка, по крайней мере, в понедельник. И как-то шестерка мечей, вот это вот поездка и движение, которое мы видим на этой лодке, оно действительно показывает, что у вас здесь происходят определенные изменения, перемены в жизни, и они, скорее всего, к лучшему, потому что шестерка мечей, она показывает движение к какому-то солнечному, светлому берегу в вашей жизни. И вы настроены очень и очень позитивно, собственно, да, и называется она заслуженный успех, то есть вы идете к успеху, вы идете к каким-то хорошим в вашей жизни событиям, поэтому здесь у шестерка мечей вы активно интересуетесь тем, что же ждет вас впереди. И по двойке мечей, которая здесь также говорит о какой-то, как, знаете, вот этой вот паузе, в которой вы находитесь, по крайней мере, ментальное ощущение, да, ваше, что я как будто бы не спешу с этим перемещением или с этим процессом, что все происходит как-то само собой, не спеша. Возможно, вы стараетесь здесь сохранять стойкость какую-то в тех изменениях, которые у вас происходят. Может быть, где-то стараетесь свои эмоции сдерживать. Хоть это может быть непросто, потому что здесь, правда, происходит значимая перемена для вас. Возможно, вы себя стараетесь в этом переходном процессе или состоянии немножечко огородить от возможных тревог, проблем или каких-то препятствий, которые могут возникать на вашем пути. Старайтесь не замечать каких-то неприятностей, не обращать внимания на какие-то вещи, чтобы вам было легче этот переход совершать.
Дальше у вас идет карта рыцаря мечей, это карта воздушного знака, и может быть общение с воздушными весами, близнецами или водолеями. И также, в принципе, рыцарь мечей — это порывистость, решительность, смелость, какой-то гнев, даже с которым вы добиваетесь поставленных здесь целей. Можете с кем-то спорить, конфликтовать или отстаивать свою точку зрения. И тут же выпадает королева мечей, которая тоже воздушная, то есть это активный акцент просто на воздушный знак. Это весы, близнецы, водолеи, либо что-то связанное с мечами, что-то острое, категоричное, что-то очень решительное в вашем характере, то, как вы себя здесь проявляете. Может быть, вы очень ответственны в том, что вы делаете, или вы очень жестко контролируете какие-то процессы и говорите прямо, что вы думаете. Это может кого-то ранить, потому что здесь все-таки мечи. Следующая карта, которая у вас есть, это семерка мечей. Это возможная хитрость или обман, с которым вы сталкиваетесь, либо вы сами где-то хитрите, какую-то стратегию продумываете, чтобы прийти к своей цели, но не совсем, может быть, честным путем, либо стараетесь как-то так провернуть ситуацию, да, чтобы она была вам выгодна или решилась в вашу пользу в принципе. Поэтому вот она, семерка мечей, здесь говорит о какой-то хитрости. Может говорить, кстати, о поездке, так же как смене картинки или смене пейзажа за окном. Но нужно быть осторожнее, чтобы не столкнуться с предательством чьим-то или ситуацией, когда вы занимаетесь самообманом, когда вы себе придумываете одну действительность, да, а по факту она другая, и вы потом понимаете, что вы обманывались в каких-то моментах, и в принципе сами в этом можете быть виноваты. Давайте посмотрим дополнение для дев, что здесь еще на четверг есть. Есть десятка жезлов, которая, кстати, выпадает у вас следующей на пятницу. То есть здесь может быть недопонимание с кем-то, невозможно с кем-то договориться. Может быть, кто-то здесь скрытный немножечко, да, какие-то вещи скрывает, или вы здесь скрытные. То есть здесь какая-то вот недоговоренность есть, и ощущение груза из-за этого. Может быть, вы тянете на себе слишком много, и, может быть, берете на себя слишком много обязательств. Может быть, тянете на себе большое количество работы или задачи, об этом не говорите там окружающим. Может быть, по десятке жезлов вы здесь перегружаетесь и устаете от чего-то. Просто испытываете вот этот гнет, это давление, которое на вас оказывается, причем оно в пятницу также сохраняется, какая-то работа или какая-то вот такая вот тяжесть, которую вы на себе тянете. Но вы стараетесь решительно с этой ситуацией справиться, вытянуть, выстоять, донести это все до конца. И по королеве кубков, возможно, речь идет о воздушном знаке, это весы, близнецы или водолеи, то есть какая-то неспособность договориться или понять друг друга, либо какая-то ситуация, где вы скрываете свои чувства или не говорите о том, что вы чувствуете на самом деле. Возможно, потому что кубки — это все-таки чувства. Но можно также говорить, что решительность на работе приведет к успеху, потому что королева кубков — это успех, это хороший результат, который вы получаете. Карта правосудия, карта справедливости или весов, возможное общение с весами, а также желание прийти к какому-то балансу, равновесию в вашей жизни, когда вы по весам стараетесь уравновесить чаши весов. Возможно, вы здесь хотите какой-то ответственности от кого-то, возможно, требуете от кого-то этой ответственности там в личных каких-то делах или в личной жизни, да, своего партнера, к примеру. Или здесь речь может идти о честности, о прямолинейности и желании справедливо, честно говорить о том, что вы думаете. Поэтому по правосудию здесь вы просто честны будете перед другими людьми, перед собой в конце концов тоже. Поэтому карта правосудия. Да и в целом вы будете очень ответственны в том, что вы делаете. Прям со всей ответственностью беретесь за какие-то дела. И тут же пятерка мечей, которая может показать, что вы разочарованы, возможно, тем, что приходится вот настолько здесь заниматься ответственно какими-то вопросами. Возможно, вы здесь разочарованы, что кто-то ведет себя безответственно, или вы от кого-то не можете добиться правды, справедливости, какой-то ответственности. Вас это может тоже немножечко задевать. Карта принцесса жезлов, карта огненного знака. Может быть, общение с огненным знаком. Лев, овен, стрелец. Может быть, младше вас, потому что есть принцесса жезлов. Это паж жезлов, да, в других колодах. Но и в принципе это молодая энергия огня, такой активности, энтузиазма, который и вы можете испытывать в этот день, хоть вы не являетесь огненным знаком зодиака. Здесь речь идет о смелости как таковой, о молодости, о какой-то рискованности даже через край.
каком-то таком запале, энергии, задора, который вы можете испытывать по принцессе жезлов в воскресенье. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас есть. Есть 4 кубков, которая называется в этой колоде лакшери, то есть пресыщение чем-то, чего-то чересчур много и, возможно, через край. Здесь, кстати, такая очень позитивная карта, изображены 4 кубка, из одного в другой перетекает такая струящаяся, просто, не знаю, светящаяся жидкость. То есть можно говорить о каком-то веселье и радости, могут быть праздник здесь какой-то, но опять-таки нужно быть осторожнее с количеством выпитого или съеденного, потому что лакшери это чересчур много, да, то есть пресыщение чем-то. И также, в принципе, это в других колодах. Эта карта, она показывает человека, который боится принять новую возможность, которая ему дается, потому что обижается на прошлые неудачи. Здесь так карта не выглядит, но в целом по принцессе жезлов может даваться какая-то хорошая возможность. Может быть, вы ее раньше не видели, может, она была уже у вас, да, рядом с вами, но вы ее можете как будто бы заметить и рискнуть, чтобы ее принять, чтобы ею воспользоваться. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для дев мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.